Всем привет! Сегодня я вам покажу, как можно сделать простой и очень удобный вакуумный пинцет для работы со всякой мелочевкой. Если вы занимаетесь пайкой или собираете вот такие вот штуки, это видео вам будет полезно. Поехали! Данная конструкция будет немного посложнее, чем вариант из секс-игрушки, купленной в ближайшей аптеке, но она обеспечит простоту и комфорт при использовании, ведь электронасос будет создавать большую и более равномерную разряженность в районе иглы. Данный китайский насос представляет собой электромотор с эксцентриком, который взаимодействует с тремя мембранами и поочередно их толкает. Направление вращения мотора, ровно как и полярность подключения при такой конструкции, не важна, ведь во втором отделении располагаются обратные клапаны, что в общем итоге обеспечивает однонаправленность движения воздуха внутри насоса. Для регулировки предлагается использовать линейный стабилизатор LM317. Несмотря на ряд недостатков, это все еще один из самых простых вариантов плавно регулировать напряжение. Данный стабилизатор стоит недорого в любом радиомагазине. Также нам понадобится алюминиевая трубка из любого строительного, один, а лучше два инсулиновых шприца, подходящий шланг для аквариумов, и так по мелочи, гнездо питания и необязательный элемент — это компактный вольтметр. Мне просто хочется на что-то ориентироваться во время работы. Начнем с простого, а именно с изготовления ручки. Берем трубку и отмечаем комфортную длину. Теперь сверлом на 6,5 мм с обоих сторон необходимо высверлить где-то на 7-10 мм в глубину. Делать это можно вот так или же вот так. Но самый удобный вариант вот такой. Получилось очень даже неплохо. В эту ступеньку и будут упираться наши носики от шприцев. Аккуратно отпиливаем передние части от них и позже немного подгоняем под размер углублений. Если у вас вдруг нет двух шприцев, можно использовать заднюю часть вот таким вот образом. Просто вкручиваем шланг и вклеиваем в заднюю часть ручки. Держаться будет очень неплохо. В итоге мы получаем вот такую вот штуку. Как вы видите, передний носик немного утоплен относительно корпуса. Это сделано для того, чтобы уменьшить вылет иглы. Очень удобная ручка получается. Осталось просветить отверстие для управления вакуумом. Выбираем удобное положение, размечаем и сверлим. После чего вычищаем опилки и окончательно собираем ручку. Вклеиваем переднюю и заднюю часть на суперклей. А теперь давайте рассмотрим электрическую часть. Вариантов использования LM317, как собственно и схем, огромнейшее количество. Но мы будем использовать классический вариант регулятора напряжения, состоящий из делителя на двух резисторах. Расчет можно произвести как вручную, так и при помощи тонны онлайн-калькуляторов. Например, для моего варианта с R1 равным 200 Ом, для получения на выходе напряжения от минимального, а это примерно 1,25 вольт, до максимального, в районе 11, резистор должен быть от 0 до 1,5 кОм. Можно, конечно, и больше, просто все, что выше, не будет участвовать в регулировке. Находим в запасах какой-нибудь подходящий по номиналу переменник. 2,2 кОм. Прекрасно, подходит. Просто выпаиваем старый подстроечник на 10 кОм и за место него ставим найденный. Вот, кстати, варианты схем как с использованием китайского модуля, так и для самостоятельной сборки регулятора. Есть вариант, конечно, и попроще, но подороже, с использованием шим-контроллера для двигателей постоянного тока. Он, кстати, будет значительно меньше греться, в отличие от LM317, который ощутимо нагревается в процессе работы, так что не запирайте ее в глухой корпус. Подбираем подходящий корпус, примеряем и расставляем все компоненты. Сверлим все необходимые отверстия, а также аккуратно проделываем окошко под вольтметр, если он у вас есть. Его можно легко сделать, разметив контуры и просверлив отверстие по периметру, после чего, выломав внутреннюю часть, мы доводим напильником до прямоугольной формы. Как видите, все прекрасно подходит. Немного термоклея для крепления, и индикатор надежно зафиксирован. Теперь подпаиваем провода к насосу и изолируем термоусадкой. Приклеиваем насос к нашему корпусу все тем же термоклеем. Припаиваем провода, идущие от насоса к регулятору. Вот так в конечном итоге у нас получилось. Закрываем наш корпус и сдираем заветную пленочку с экрана. Теперь можно присоединить ручку и тестировать наше устройство. Соединяем шлангом ручку и насос. Подключаем питание. Первый пуск. Поехали. Хватаем первую нашу жертву.
Это SMD-резистор в размере 0,805. Лично для меня удобство работы с вакуумным пинцетом заключается в том, что детальки можно хватать под любым углом к плоскости, чего при работе с обычным пинцетом, увы, сделать нельзя. И это сильно улучшает маневренность при работе. Микросхема в корпусе SOIC 8 тоже очень удобно брать и позиционировать в дальнейшем. Даже процессор можно схватить. Держит очень крепко и может оторваться только вместе с присоской, так как все-таки размер немножко не подходит, и поэтому она иногда соскальзывает. Ладно, давайте теперь узнаем реальные цифры. Вот процессор. Еще один процессор. И катушка с кончающимся припоем. Как видите, ее тоже замечательно держит, и вес ограничивается лишь присоской. С более мелкими объектами таких проблем нету. Можно брать и отпускать, мотать в разные стороны, и ничего не слетает. Для формата 0,603 я обрезал иглу от инсулинового шприца. Отлично держит. Вообще, из аптечных игл можно наделать много различных насадок, под любые задачи и под любые формы. Для этого аккуратно загибаем ее, отрезаем лишнее и напильником зачищаем плоскость соприкосновения. А теперь предлагаю взглянуть на все эти мелкие детальки чуточку ближе. Резисторы формата 0,603, 0,805 и 12,06, а также микросхема в корпусе SO8. Для сравнения рядом лежит спичечная головка и игла от инсулинового шприца. Более точные размеры этих резисторов видны на специально размеченной площадке для микроскопа. Давайте рассмотрим, как наше устройство справится в деле. Начнем с микросхемы. Теперь пойдем по убывающей и припаяем резистор 1206. Вообще это достаточно крупный SMD-компонент, и припаять его можно даже используя обычную зубочистку. Но так, конечно же, комфортнее. Теперь припаиваем 0,805. И напоследок самый мелкий из мною используемых — это 0,603. Я считаю, все очень неплохо получилось, и в принципе это можно даже сделать обычным пинцетом. Но, как по мне, это все-таки менее удобно. А вы пишите в комментариях, как вы обычно паяете различную SMD-мелочевку. Ссылки на все используемые компоненты вы найдете в описании. Если тебе интересно это видео, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Всем творческих успехов и до скорых встреч!